Все вы уже слышали о проекте Nakama Card, ведь это крупнейший коллекционный бот карточек по различным вселенным, которые вы сейчас видите на экране. Моя геройская академия, как самый сложный и проработанный пак, готова затмить вас 450 красочными карточками персонажей и не только. Я вот наконец-то смог заполучить себе моих любимых девочек Урараку и Тогу, мистической редкости серьезного Деку, а также ВЗО, пускай хоть где-то ему будет место. Nakama Card это не только про коллекционирование, а еще и про соревнования с другими игроками, где ты сможешь заполучить себе карту противника. Поэтому если ты еще не выбил своего любимого персонажа, не теряй зря времени и переходи по ссылке в описании и закрепленном комментарии, не расстраивай всемогущего. Пожертвовав всеми факторами, которые были у главного героя, Мидория наконец-то добрался к самым сокровенным воспоминаниям внутри сознания Шигараки, момента, с которого все и началось. Однако то, что произошло дальше, повергло в шок как самого Деку, так и Томуру, ведь правда оказалась настолько ужасной, что того, наверное, не ожидал весь фандом героики. Судьба Изуку Мидории и крышесносный сюжетный поворот. Сегодняшняя глава действительно завораживающая, но также напоминаю, что почитать свою любимую мангу Манхва вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на свете 418 глава манги моей геройской академии. Переводил ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть вы ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. А если у тебя есть возможность поддержать выпуск глав, тогда буду премного благодарен, и в знак признательности твое имя будет закреплено за главой и показано в ролике, обновляясь каждую неделю. Вот, например, люди, поддержавшие выпуск 418 главы. Повествование продолжается с того самого момента зарождения ненависти внутри маленького Тенка и пробуждение его причуды распада. Мидория понимал, что то же самое он почувствовал еще в Джаку, так что он как можно скорее ринулся к внуку Шимуры, чтобы предотвратить грядущее бедствие. Вот только неизбежный процесс был уже запущен. Главный герой не успел прийти вовремя, и распад уничтожил песика Монтя. Изуку впервые увидел, насколько же ужасным было первое проявление причуды Шигараки, но после появляется его сестра, пришедшая, дабы извиниться перед своим братом, заметив в итоге ужасную смерть их питомца. Осознав тот кошмар, что произойдет дальше, Деку мигом бросился к Тенка, схватив его прямо за руки, пытаясь не допустить продолжения его воспоминаний, дабы не дать им вновь укрепить волю противника и не свести на нет все его жертвы факторов других предшественников причуды одного за всех. Вот только из-за этого руки самого Мидории начали разрушаться и поддаваться распаду. Но поскольку это было внутреннее сознание Шигараки, хоть ГГ и имел физический облик, для того, чтобы продолжать сопротивляться, Изуку должен был визуализировать свои руки, чтобы здесь они оставались целыми. А поскольку у него больше не было причуды, ибо ГГ отдал даже Йоичи, Деку решает использовать себя в качестве фактора подрыва сознания противника. Будучи в агонии, Тенка спрашивал его, зачем тот ему мешает. Главный герой же не отпускал и сопротивлялся ему, потому что он видел, как Тенка плачет, осознавая, что ему нужна была помощь. Однако Томура воспротивился намерениям ГГ, говоря, что это он выбрал этот путь и по своей воле разрушил дом и свою семью. Ибо в противном случае Тенка просто не понимал, зачем ему нужны были эти руки и почему он родился именно с такой причудой. В этот момент эмоции Шигараки начали поглощать Деку. Мощная ненависть, опустошение, печаль и замешательство — все это неимоверным грузом хлынуло на его плечи. Но Мидория понимал, что сейчас внук Шимуры все еще сомневался, а значит нужно было продолжать сопротивляться его воле. Затем ГГ открылись и другие воспоминания, когда после этой трагедии все избегали разбитого мальчика и никто ему так и не протянул руку помощи. Вот почему Деку не отпустит его, даже когда вся ненависть Тенка сейчас была направлена полностью на него самого. И ведь при всем этом главный герой сам не был уверен в правильности своего решения, и возможно, как советовали предшественники, Томуру и правда следовало бы убить. Он так точно и не знал, что лучше было сделать в этой ситуации. Но Мидория
Мидория, несмотря ни на что, хотел сломить всю эту ненависть и подать Тенку руку помощи. Точно так же, как когда-то Иида со всеми его товарищами подали ему руку, когда Изуку был в подавленном состоянии. Вот почему Деку был здесь и так отчаянно сопротивлялся воле Шигараки. В конечном итоге Тенка достиг своего предела, и оба они склонились к земле. Однако у Мидории на этот момент уже не было обеих рук. Но смог ли главный герой добиться своего и предотвратить его поглощение тьмой? Затем мы видим более ранние воспоминания, где маленький Тенка играл со своими друзьями в героев, где ему была предоставлена роль всемогущего. Тогда он выглядел вполне счастливым и радостным, но оглядываясь в настоящее, Томура вспоминал своих товарищей из Лиги Злодеев. Он воспринимает себя злодеем, говоря, что несет в себе лишь злобу и разрушение. А если его ненависть и разобьется, он останется пустым внутри. Но несмотря на это, Шигараки хотел стать героем для своих друзей-злодеев, вспоминая слова тех, кто просил его уничтожить этот бренный мир. Вот только его целям, видимо, не суждено осуществиться, поскольку тело Томуры начало рассыпаться, и вместе с этим разваливался тот самый огромный массив из палечной брони, в котором сейчас находился Деку, о чем нам, собственно, говорят полицейские. Но пока точно неизвестно, полностью ли разваливается тело Шигараки, или это рассыпается его образ, высвобождая, наконец, сознание Тенка Шимуры. Однако только все начало налаживаться, как вдруг в голове Томуры всплыли еще одни воспоминания. Вот только они вовсе не были его, и Шигараки не понимал, кому же они принадлежали. После чего нам показывают, как отец Тенка разговаривал с неким мужчиной из строительной компании, и как они проводили встречу в кафе, обсуждая, что осталось сделать еще много работы. Скорее всего, речь шла про их дом, раз собеседник Котора был представителем строительной компании. Но затем этот человек спрашивает Шимуру, пробудилась ли причуда у его сына. И в этот момент к Мидории дошло, что эти воспоминания не принадлежали Тенка. А если они не были его, тогда единственным, на кого пали подозрения, был тот, кто положил на него свой глаз. Все за одного. После чего мы лицезрим, как в сознании Шигараки появляется огромный образ Визуо, который был разочарован, что сердце Томуры уступило такому ничтожеству, как Деку. Говоря, что хоть Тенка и стал сильнее, однако внутри он все так же остался слабым. Это вырвавшееся зло скинуло Изуку в черную мглу, где мы успеваем заметить, как у него все еще отсутствуют руки. Я пока нахожусь в полном шоке. Ранее нам говорили, что в этом бессознательном мире Деку имел физический облик, отчего на нем остаются увечья после столкновений. Но отразятся ли эти повреждения в реальном мире? Это пока неизвестно. Посмотрим, что Хори подготовит в следующей главе. Однако сейчас меня больше всего волнует возвращение все за одного. Не, я конечно рад, что основной антагонист манги не был слит так просто. Но вы только вдумайтесь, Визуо был причастен к строительству дома Шимуры, то есть как давно он положил глаз на Тенка. К тому же злодей смог выбраться на волю, потому что Мидории удалось сломить волю Шигараки, которая была настолько сильной, что когда антагонист попытался захватить тело Томуры, тот подавил его копию силой воли. Вот только Деку сломил ее, тем самым главный герой лично выпустил скрывавшееся зло внутри Шигараки. Теперь же постает вопрос, как будет проходить дальнейшее сражение. Если все за одного захватил тело Тенка, тогда он наконец добился идеального тела, да и к тому же у него теперь нет преграды в лице одного за всех. Ведь Деку уничтожил все факторы, включая Йоити, и теперь у него вовсе не было причуды. Лично я пока вижу два варианта исхода событий. Первый — это если бой пройдет также в этом бессознательном мире, но даже так, для того чтобы сломить барьеры, главный герой использовал фактор Наны Шимуры, так что имея весь контроль, Визуо просто раздавит его. Второй же исход — это если в Деку пробудится его истинная причуда, и как бы это нереально звучало, сейчас это самое подходящее время. Хорикоши просто не перестает удивлять, кто бы подумал, что тот выбор спасения Тенка, который понравился не всем читателям манги, в итоге вылезет Мидории боком. Сейчас я нахожусь прям в диком предвкушении следующей главы, но благо на следующей неделе не будет перерыва. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. That's a boss.
Look at my passion ball. Take the charge. I'm at the what the fuck? Look at my passion ball.